Зачем я буду отдавать эту аренду кому-то? Дело в том, что мы недавно поженились 3 дня назад. Собственно говоря, по этой Да. причине мы сюда и приехали, потому что в Грузии это можно сделать быстро и дешевле. Вот такое ощущение, как будто люди вообще не знают, что такое работать удаленно и нужно рабочее место. Зато все знают, как в однокомнатную квартиру поставить 12 диванов и кресел. Мы оказываем услугу по продаже недвижимости, да, мы берем этот объект, мы выявляем все нюансы этой недвижимости. Подбор не заставил себя долго ждать, и мы с ребятами поехали сразу смотреть квартиры. У нас запрос 1+1, в идеале 1+1 с рабочим местом. Рабочим Да, местом. с отдельной кухней. Планы покупка в этом году, и бюджет у нас в районе там, 100 тысяч долларов. В идеале. Вот, да, и ипотека. Мы сейчас, в целом, мы посмотрим несколько вариантов, которые подходят там, в ваш бюджет, и ее оценим, оценим эти варианты, и рассмотрим варианты немножко дороже, потому что у вас, ну, чтобы эта квартира была лучше, потому что у вас покупка не завтра, а в течение там какого-то определенного времени года, то есть для того, чтобы вы могли сравнить, то есть что вы можете купить сейчас за 100, либо что вы можете купить там через какое-то время там подороже. А есть, были, когда ты искал варианты, допустим, ну, такие квартиры, которые хорошие, но не с нашими критериями. Может быть, супер квартира, но там нет рабочего места. Да, были варианты, то есть... Вот которые я хорошие. так вот и думал. Много вопросов. Или все нормально будет? Да, у вас же есть запрос, соответственно, его нужно удовлетворить. Посмотрим. Посмотрим. Идемте. Готово? Сейчас получается у нас... Такой сюрприз. Да, но мы давали как его, запросик, там 1+1, 2+1. Сколько здесь будет? Здесь будет 1+1 с рабочим местом и частично с отдельной кухней. Но очень красиво. Я вижу уже красивые обои. Вау! Ничего себе. Подожди, можно так? А О, там что, Подожди, собственный я хочу потреблять контент постепенно. Чтобы ожог роговицы не был. Прикольно. Подожди. Ладно. окей. Просто я хочу... Обычно ты хочешь идти на балкон, но сейчас я хочу пойти на балкон. Какая-то необычная такая. Прикольно. Сколько квадратных метров? 45. А это 1+1. Это плюс 1+1. Ну, подожди, 45 это считается маловато? Это считается маловато, но здесь все, Ну, если Да. это все все аккуратно, Ну, компактно подожди. и продумано. Подожди, ты говоришь, кухня не отдельная, но она же отдельная. Ну вот я сказал, что условно, если мы берем страны СНГ, то кухня это просто отдельно. Кухня-столовая, по сути. Да, но кухня-столовая. 45 квадратных метров. Здесь Плита. классно то, что да, плита, есть Духовка. духовка, есть посудомойка, то есть не придется вообще мыть посуду здесь. Класс. И при входе у нас большой шкаф для вещей. А, это тоже шкаф? Обычно Да, это шкаф. мне очень сильно не хватает Что? зеркала в полный рост. Вот Вау. в большинстве квартир, в которых мы были, ну, когда мы искали себе временное жилье, не было вот шкафа в полный рост, чтобы ты вот так подошел, посмотрел полностью свой образ и вышел по своим делам. Здесь прям прикол. Я тут нашел еще одну кладовочку. Ну, кладовка. Как бы много не мало, но как бы где-то в Корее, когда живут люди в 5 квадратных метрах, это может быть и спальное место. Ой, это... Это рабочее. Я говорил про рабочее место. Это именно оно. Тот самый батумский кабинет, да, хорошо. Не, ну смотри, как замечательно. А у меня был вопрос, а где холодильник? Вот же. он. Вау. А это? Это морозилка. Вау. Вау. Не, ну очень необычная планировка. Вообще в жизни никогда такой не видел. Я даже если я сам себе, когда покупал квартиру, я сам себе рисовал. Я бы так никогда даже не додумался нарисовать. Ладно, окей, пошли дальше. Пока вот эта зона прям супер продуманная. О! О! Что? Ну, какая красота. Ого. Глянь, А вот это точно в нашем ценовом сегменте? Это вот прям тютелька в тютельку. серьезно? Да. В чем подвох? Она такая классная. Так, смотри, косяк. Смотри, нашел косяк. Хотел сказать оператору, не подглядывай. Хотел опустить рулет, а как к нему подойти? Ну, перелез. Либо перевесить рулет, чтобы веревочки были Да. здесь. Я хотел... Не, ну Вот прикольно. именно поэтому скидку будем просить. Из-за рулета. Сейчас у нас
часа 4, да, и это его можно просто посмотреть, когда солнце уже за зенитом, и где оно сейчас находится. То есть, получается, сторона чуть-чуть не солнечная, но зато летом, блин, это плюс. Мы вот сейчас вышли на балкон на свой, ну, сгораем, конечно, уже сгораем. А Ну, щас- здесь а щас будет красота, смотри. закат. То есть здесь прям классный закат будет. Но у нас и там сюрприз. Это называется зона утреннего кофе. Да, здесь можно и завтракать. Окей, сразу. Это потому что есть еще вторая зона. Серьезно? А, но есть еще один балкон? Вечернего кофе. Да. Я сразу смотрю с балкона, кто мне посмотрит в окно. Но тут мне в окно никто не смотрит. Здесь достаточно до следующего, ну так, большого здания, так скажем, приличное расстояние. Но вопрос, Через бинокль. вот это когда-нибудь уберут? Вопрос хороший. Ну, Если судя- мы берем вот эту часть, потому что мы на Новом бульваре, и вот такое уже не разрешают здесь строить, потому что рядом аэропорт, и сложно здесь получать разрешение. И сейчас как бы стало более регуляция идет, что должны отступать по 12 метров от каждого дома. То есть вот если мы берем этот дом, нужно 12 метров, тот дом 12 метров, и здесь как бы уже ничего То есть не они, влезет. они скажут, мы можем вам дать ну, маленький кусочек. Да. Застройщика будет невыгодно строить здесь какой-то... Мы когда жили в Интуристе, Мгм. у нас тоже были вот такие вот полы. Они как-то супер плитка. холодные были. Да. Они были супер холодные, то есть босиком ты вообще не походишь. Даже вот когда были теплые дни, ты хочешь, если остудиться в квартире, у нас была солнечная сторона, полы всегда были ледяные, а здесь я иду прям горячие полы, я подумала, что может здесь теплый пол включат. Да. Вообще, какое здесь отопление? Здесь газ, и, естественно, вот радиаторы. Здесь есть газ, но плита... Плита электрическая, Ну, это да. нормально. То есть это потому что это апарт-отель, и здесь по законодательству должно быть электрическая плита, ну, по системе безопасности пожарной. Если я не ошибаюсь, говорят, в апарт-отелях только нету газа. Или в Ну, некоторых есть? не во всех, да, есть. То есть, Или- как правило, кондиционер, но те апарт-отели, которые на береговой линии и которые строятся как жилые дома, Мгм. то есть юридически это апарт-отель, но здесь как бы вот можно построить классную квартиру и здесь жить. То есть, соответственно, здесь нужно отопление. А что будет, если нажать на ту кнопку? Это зарядки. Серьезно? Я такого во Франции видела. Погоди. Ля, даже этот блокнотик, чтобы Да, что ли? именно, чтобы никто, кто тут приходит смотреть с запросом на рабочую зону, не ошибся, где именно рабочая зона. Смотри, ребята открыли тут блокнотик, чтобы вот здесь можете работать. Смотри, там еще один балкон. Ничего себе. Я знаешь, о чем подумала сейчас? Что вот Да. мы как семья удаленщика, понятное дело, нужно свободное место, и плюс еще по совместительству Ваня имеет свой YouTube-канал, и мы снимаем обзоры какие-то. Иногда мы выходим точнее, всегда мы выходим на улицу, но иногда хочется или иногда времени не хватает снять что-то на улице, потому что уже темно, и нам хочется либо обзор чего-то, что-то снять в доме. Но бывает недостаточно света, либо, просто нет красивого угла, да, вот этого вот фона для съемки. А здесь прям реально, куда ни стань, можно ставить камеру напротив и что-то снимать. Инстаквартира. Вообще прям такая. Смотри. А я сначала обратил внимание на эту штуку, а потом подумал, куда на свет, где будет, в какой угол Может быть. падать Давай я проект. покажу. А потом... Вы еще скажите, что здесь электрические шторы, которые сами закрываются, занавески, нет? Ну, здесь пока только вверх-вниз, по бокам ни кнопочек нет. В чем подвох этой квартиры? Мне кажется, подвох только квадратные метры. Подвох только квадратные метры, потому что внутри у нас большие балконы, то есть они съедают на сколько здесь? 1,5 на сколько? Ну, я думаю, что 2 балкона будет метров 8 с ума. Даже Вот солнце. Смотри, я говорю, не солнечная сторона. Вот тебе солнечная сторона, а там не солнечная сторона. Типа, хочешь позагорать, загораешь здесь. Не хочешь загорать, не загораешь там. То есть это вот пример квартиры, когда у тебя внутри в районе там 40-45 квадратов, и ты просто грамотно этими квадратными метрами распоряжаешься. То есть у тебя в целом, не сказать, что это большая там территория, там зона отдыха или что спальня большая, но при этом там все продумано в таком плане, что тебе не нужно $150 000 платить за эту большую огромную квартиру, но при этом ты можешь за 100 тысяч квартиру купить, которая и с отдельной спальней, и с хорошей зоной отдыха, и с балконами, и с хорошей кухней, и все это как бы и кухня отдельно, и у тебя есть места хранения, большой шкаф, еще с кладовкой, где помещается. Такая стильная, конечно, квартира. Но мы еще, давай даже зайдем
Я сразу проектирую, что бы мы могли делать. Куда мы поставили бы чемоданы, есть место. Куда бы я положила коврик для йоги, где бы я занималась Куда бы ты йогой. поставила свои букеты, цветы, вот, пожалуйста. Нет. Так они же живые даже. Даже цветы живые. Да, Знаешь? прикольно. Так, давайте в ванную посмотрим. А это тоже что-то? Ну, скорее Это всего. тоже шкаф. Словно. Ну, либо, наверное, Сейф. такие... А, нет. На Ну, сумочке хранить. Такой шкаф, как бы, чтобы не каждый день туда залазить. Да. ну да, такой. С зимними вещами. Какое-нибудь. Ну, вино так каждый день. Ой, Неужели ванная? Серьезно? Это Валина вообще мечта? Подожди, сейчас еще... Ну, она не метр 70, да? Ну, тут сюда бы не помню. Но все равно... Сидеть можно. Да я сейчас посижу, подожди. Подожди. Нет, Ладно, посижу. а ну держи. Семейный уголок. Я на микрофон не сяду. Сейчас на левую букву. О! Место для ударок. Головой? Да не, Лянь, смотри. Пускайте воду. Я стою здесь. Не, ну классно. Не, блин, ну вообще 45 квадратных метров. У меня просто квартира есть в моем родном городе, да, и там у нас 47 квадратных метров. Но мне всегда всю жизнь казалось, как мы, блин, с самого... Ну, это еще на старая квартира, да, там как раньше строить не могли, там вообще ничего нет. Здесь получается, как будто бы эта комната, как будто бы эта комната, как будто бы это вообще отдельная какая-то. Мы, когда сюда добирались, мы вбили в поиске Google, и там нам показалось Rainbow Отель. Это отель, здание? Нет, это Типа резиденция, там что-то. юридически это апарт-отель. Так. То, что вот мы зашли, там есть ресепшн, Да. то есть здесь есть своя коммерция, здесь классная зона на крыше, Мгм. вот, но при этом здесь можно проживать самостоятельно. Ну, соответственно, наверное, тариф здесь немножко другой, да? И тариф, ну, если мы берем же рынок сейчас, то здесь 90 центов за квадратный метр, то есть там в районе $50 получается. Если мы берем даже жилые дома, которые там новые в Батуми строятся, то плюс-минус это адекватная цена, то есть у тебя $50 обслуживание, плюс коммунальные, условно, газ, свет и вода, то они тоже будут там с интернетом еще плюс $50. Мгм. То есть в целом однокомнатная квартира, ну, то есть one bedroom, у тебя коммуналка там 200-250 лари Мы выходит. пожили и в доме с обслуживанием, и в доме без обслуживания. И каждый раз, когда я выхожу из подъезда в доме без обслуживания, я думаю, как бы было бы хорошо, чтобы тут было обслуживание. Да. Я смотрел ваше видео, вы про этот район снимали, и там была менеджер, девушка. И она стояла здесь на самом перекрестке, это было где-то месяц назад. Тут Да. дороги не было вообще. Да, то есть здесь А ливнёв сейчас мы поменяли. пришли, и я сразу говорю, дорога все новая. Тут просто были какие-то Да. руины, развалины. Да, Не то да. что, строительные работы. Если бы я пришел тогда, я бы сразу сказал, куда ты нас привел? Типа, что это за строительная площадка? А сейчас вон тут новая дорога. Тоже разметка есть. Смотрите, и пешеходная разметка есть. И машины, которые паркуются на ней, тоже есть. Там, где вот Батуми Вью, там, ну, менее развитая инфраструктура. И я думала, чем ближе к аэропорту, тем хуже все обстоит с инфраструктурой. А мы такие сюда приехали. Здесь уже все есть. Он есть в Я- Factory. Это удивительно. Здесь тут ребята уже с Барбара кофе пьют, завтракают, обедают. Тут, знаешь, когда мы с тобой, когда в аренду снимали квартиры, мы знаешь, как делали? Мы пришли, посмотрели, а потом этим же вечером, либо на следующий день, шли уже без никого, сами, самостоятельно, просто походить, посмотреть на дом со стороны, позаглядывать, Рекомендую посмотреть на... Ну, конечно, Что конечно. я говорю, Какие в округе ходят люди? да, я всегда... Какие машины, какие люди. Есть люди, которые приезжают и вот хочу купить здесь недвижимость. Я спрашиваю, ну вы здесь вообще как давно вчера приехали? Говорю, ну я вам ничего показывать не буду, вы вот хорошая погода, идите гуляйте, погуляйте по новому бульвару, погуляйте по аллее, по старому году, посмотрите, где вам комфортно. Поэтому приезжайте, гуляйте, пейте вино и покупайте недвижимость. А у вас Такой где продается? просто, блин, так Я всё знаю, продумано. запутался уже в квартирах. На этом мы специализируемся. Да, у вас дизайнер есть, да? Я Ну, вы сами все, ну, планировки, дизайн, там да я. кайф. Вы, наверное, много этих. А, все, мы застряли в липе, да? Чем больше вы делаете новых проектов, тем у вас еще больше насмотренности, вы еще больше фишек. Мы
помимо того, что мы занимаемся ремонтами, у нас еще порядка 20 квартир в управлении, Ага. и мы слышим, что говорят Ага. арендаторы. Да. Арендаторы, да. И внедряем это в следующие проекты. Ага. Бам-бам-бам-бам-бам. Пам. Двери, двери, двери. Это мое первое впечатление. Я сразу зашел, увидел 3 двери. Мне уже интересно, куда они ведут. Ладно, я входную прикрою, да? Блин, у меня совсем другой стиль. Даш, ты можешь тапочки пока одеть? Даша уже фантазии, что она будет здесь готовить. Блин, мы просто пообщались Осторожно. с хозяйкой по пути. Судя по ее, говорит, опыту, я просто вот так вот заглядываю, чтобы что будет здесь. Даша, ты прошла свои любимые зеркала в пол, все свои шкафы. Кстати, с зеркалами, я так понимаю, что в этих квартирах вообще проблем никаких нет. У меня просто кухня, как это, впечатлила, потому что вот там, это 2 разные квартиры, у них вообще совершенно разный стиль. Я уже вижу тут кофемашину. Я просто люблю такую посуду. Но здесь вот эта квартира, которая закрывает, мне кажется, все ваши потребности. Вот все, что мы перечислили, мы сейчас будем потихонечку открывать и Ну, смотреть. Просто И ставить галочку. Слышишь, мы жили в Испании, Даша жила там, работала. Там квартира была именно вот, ну вот так вот оборудована была, когда была духовка, и я так смотрю, когда я там был, я думаю, как же это, блин, круто, как же это по-современному, как же это удобно. Майка. И посудомойка. А, вот так вот, да? Да, и большая посудомойка, у меня точно такая же была. Прикольно. Блин, я даже не знаю, куда смотреть. Вот это место там, где С вытяжкой. ваше будущее чадо сможет написать вам какое-то пожелание. Мама, я хочу на завтрак блины. Пока непонятно. Ой. Не, ну живые цветы это же декорация. Мы даже должны смотреть на стены, на, блин, не знаю, как. Слишком много дверей. Она, наверное. Куда Давайте они с ведут? каких будем начинать? Подожди. С какой двери? вы Давай, хотели давай бы посчитай, начать? смотри. Раз дверь, 2 двери, 3 двери. Но это же не все. 4 и 5. 4, 5. Подожди. Просто, мне кажется, какой-то магазин это дверей 1 плюс озолотился. 1 или нет? Или что это? Это 2 плюс 1. Это двушка. 2? Это... А, Здесь закрываем все потребности. ага. То есть, подожди, 2 плюс 1, но здесь спальня одна, а вторая это кабинет. Да? А давайте Надо будем надо искать. смотреть, да. Давайте будем А ну, искать. яблочко можно? Я здесь сейчас чувствую, как Алиса в стране чудес. Я сейчас яблоко откушу. Давай, ладно. Давай вот. Давай пойдем в ту комнату, там Которая- дверь, которая уже открыта. Давай. Какая-то дверь открыта просто. Ага. Блин, вот тоже. Ага. Ну, Ага. вот, Ага. вот так выдержан стиль, конечно. Вот. И кровать побольше, и место побольше, да, конечно, да. А балкон общий, но тоже есть кресло. Мы можем пойти на балкон? Конечно. Тогда. А ну-ка. Ого. Солнце встает, и вот здесь весь день солнце просто. Да. Ну как, Ну, до... частично 4. солнечная, да. Я не знаю, куда. Вот По- так? Получается, смотри, там было 5 дверей, и мы еще считаем, это 6-я дверь, это 7-я Мы дверь. можем выйти там. Давай, куда можно попасть из спальни? Да-да-да. Это для меня. Чего для тебя? Это мой кабинет. Чего? Потому что здесь фитнеса все. Нормально. Ну, это вариант, что сейчас для фитнеса, а Ну да, дальше да, для да, детей. То есть это она же детская, она же кабинет, она же йога, она же что хочешь. Ну, реально можно каких-нибудь... Ты же ходила, помнишь, ты ходила делать маникюр к девочке, которая живет в квартире, и которая оборудован здесь где-то, кстати, в этом районе, которой оборудован, одна из комнат оборудована под рабочую зону. Приблизительно, кстати, такая же тоже. Я так зашла, так прошла через кухню-гостиную и попала в ее отдельный кабинет. Давай уже становись. Мне кажется, это для спины. Это для А, спины, для спины, да. да? Ну давай ложись тогда чуть. Давай ложись. Ну ладно, давай я. Нет, я контролирую свою седалищную нерву. Ой, так, мышцу. И как? Ой, бля, хорошо. Это кость звучит. Это позвоночник, да.
Ой, ух ты шо, это лучший массажер моей жизни. Ой, ну все, я теперь не встану. Ой, ладно, класс. Если там не такая, я Короче, буду ходить на балкон. Давай, несмотря на эту штуку, которая привлекает все наше внимание, почему-то мы должны смотреть вообще на помещение. Кондиционер, все, тут это, там. Ну да, как бы реально будущее детское. Да. И смотри, как прикольно. Знаешь, иногда бывают такие истории, когда ребенок закрылся в комнате, и его не видно. Он такой, оп, и что он там делает, непонятно. А так ты ему так раз, и как бы подоткрыл окошко, и уже как бы решаешь его приватности. Ну, с одной Ну, стороны... мы разгадали одну дверь. Ага. Да. То есть ты- Мы разгадали видел, две вы двери. Разгадали две двери. Это муляж или это настоящие книги? Давайте проверим. Это муляж. Это муляж. Что, бывает у муляжи книг? О, кстати, я вот никогда не читал, но я думаю, вот это книга, с которой я должен начать. Вообще, это такой для меня именно класс. Знаешь, почему класс? Потому что я люблю читать обложки И картинки. и смотреть. картинки рассматривать, да. А в ней можешь что-нибудь, кстати, спрятать. Ладно, 60 квадратов. Но это же еще не все, что мы просмотрели. Подожди, мы еще 3 двери не Мы посмотрели. еще 3 двери не посмотрели. Мгм. А вы уже решили обосноваться. А я уже, знаешь, я уже сижу и думаю, так бы ли я строил, так бы ли я распоряжался этими квадратными метрами. А мы не- То есть, знаешь, это просто знаешь к чему? Просто когда мы были у вас в офисе, Антон говорил, что можно рассмотреть вообще коробки и Самостоятельно. проектировать под себя. Самостоятельно. всё Я, делать. конечно, здесь, ну, женщина, вот хозяйка, она просто молодец. Мы не видели Мы бы ничего так не смогли подобного, да. сделать. Мы и подобного не видели, и сами бы мы так... Да, да. Да, потому что условно можно сказать, что и здесь кухня отдельно, и вот эта гостиная Да, отдельно. раз, И два, при этом три здесь пространства. нет окна, но при этом здесь достаточно светло. еще 3 двери. Ничего не давит. И еще 3 двери. И напомню, всего здесь 60 квадратов, и у нас 5 Нет, дверей. То, что она умеет... 7 дверей. Два балконных двери. Ну тогда еще и входная. Да, 8. Так, ну что, у нас есть 3 двери, давай, в какую из этих пойдем? Мне кажется, вот там вот ванная. потому Ага. что много Ну, ванная, света, да, там, светло. наверное, ванная. А просто я даже не знаю... Ну подожди, у нас еще был запрос по рабочему кабинету. Если это не рабочий... Это не кабинет. А что Или это это? рабочий кабинет? Ну, давайте узнаем. Это пошли уже. Только я не смотрю. Ты первая. А, Реакция непонятна. Я пытаюсь отгадать. Я не смотрел. Что там дальше? это по моему запросу. Опять по твоему запросу? То, что я хотела. Ладно, смотрю. Блин, да. Да, это Да. то, о чем я мечтала, чтобы отдельно была. Гардеробная. Ну, знаешь, эта квартира, она реально, ну, 100% не для сдачи. Это 100%, 200% для жилья. Я, кстати, задавалась вопросом, думаю, а куда вещи все девать? Думаю, неужели в этот шкаф? Надо заглянуть. А теперь я даже туда не хочу смотреть, потому что я знаю, что Да. все вещи сюда войдут. Ну, тут получается... Ее, конечно, можно сдавать, но за овер За много прайс. денег. Тут она очень много денег будет. Я не знаю, 1500 Ну, ориентир. минимум, да. А, ну, Даша, давай ты. Я не смотрю. Это опять твоя мечта. Чего? Это не ванна? Это ванна. Ой-ё. Ого, она огромная какая. Ого. Блин. Да. На самом деле, я себе еще когда квартиру покупал, у меня всего жизни было, я просто очень много, да, говорю, когда мы общались, но я всего одну покупал, но я ее переделывал полностью, я сносил все стены, и я себе специально, у меня даже был такой прикол, чтобы увеличить ванну, я снес специально стену на 10 сантиметров ее. Чтобы в ванну влезать. Да. Но я ее снес и пожертвовал кухней. И я ее снес для того, чтобы увеличить коридор. Ну, короче, мне не нравятся маленькие коридоры, мне нравятся большие ванны, но мне не принципиально была кухня. Я тогда не был женат, вот, и я себе сделал за счет... И у тебя на кухне стояла одна микроволновка. Маленькая кухня была, да, маленькая кухня была. Действительно стояла только одна микроволновка. Да. И то в коридоре, по-моему. И- Она стояла на подоконнике. Она на подоконнике стояла, была плита вот именно из 2 конфорок вот этих вот, и все. И такая, когда, переехала к нему жить, я такая, А он такой, зато ванна есть. да. Да не, хорошо. И тут, кстати, я вижу, вообще тут их тяжело сравнивать, потому что здесь и квадратура разная, и ванная больше, и есть в ванной отдельные полочки. Как бы, их нельзя сравнивать, они Да. совершенно разные. Но, наверное, по стилю даже это... Не, это класс. Здесь мягкие тона, Это они классно.
Это Приятные, то есть они вот- надолго хватает. здесь как получается? Я не знаю, кто-то... Я уверен, что кто-то из вас уже покупал квартиры, вы, кстати, сталкивались, что когда вы сначала приходите в офис, вы начинаете говорить про цифры, про какие-то данные, хочу там столько-то метров, хочу столько-то комнат, хочу столько это стоило. Но когда попадаете в квартиру, заходите, все, это уже все испаряется, то есть как бы ты уже не думаешь, сколько это стоит, ты уже думаешь, где мне взять недостающую сумму, правильно? Огонь. И последняя дверь, И последняя Даша, ты. Ну, Давай угадаю, а это дверь, которая возле выхода, там была стена, Давай иначе ты. она небольшая. давай ты заходишь. Я? Давай ты. Ты будешь наказан. Красная комната? Это статуя, которая такая... Вау, Это такое, знаешь, как будто бы ты просто такой сидишь. Офигеть. Комната Гарри Поттера. Не, ну это класс. Комната Гарри Это класс, это шик вообще. Блин. Просто орёт, когда Я просто, не, это класс, но я знаю, что сразу думаю, зачем эта дверь тогда получается? Да чтоб тебя закрыть с твоим громким голосом. Чтобы ты не мешал другим. Да, ты же мешаешь. Ну, а ну, закройте дверь, сейчас будет тест на звук. Игорь, твою мать! Вы опять ни хера не продали. Такое ощущение, как будто ты в туалете сидишь. Ну просто он иногда и в туалете. Я, извините, я просто сказал все своими словами, только я работаю. Не видела здесь У батареи. меня есть батарея. Теплый пол. Тёплый Подожди, Именно и сам батареи тёплый тоже пол. есть. Здесь есть теплый пол, здесь есть газ, здесь есть батареи. И это не считается как гостиница или пара, да? Чувствую этот теплый пол. И это жилой дом. То есть купить Да. себе Ну, просто. получается, здесь из неочевидных минусов это то, что непонятно, ну, вид пока хороший, но непонятно, что будет. Вид пока хороший, непонятно, что будет. Да. Также больше, блин, я не знаю, к чему придраться даже. Да. Ну, я тоже пока... Я пока не придумала. Ну, цена. Окей, давайте так. Ну, Ну, 30% от, как говорится, заявленная. да, то есть то, что есть мы надо в офисе думать, да. обсуждали, то, что у нас есть какие-то критерии, которые нам важны, и если мы что-то убираем, то как бы и мы вкладываемся в наш бюджет. Но если мы говорим обо всех, и эта квартира в целом закрывает все, что мы обсудили, Мне кажется, знаешь что, вот когда мы сидели в офисе и рассказывали, что нам нужно, такое ощущение, как будто маленькие, знаешь, как это иногда бывает, там, Фиксики какие-то фиксики быстро построили. строили вот эту квартиру по нашему запросу, запросу. реально. Они прям так, что им там надо? Ага, это кабинет без окна, так, это самая кухня отдельная, все, ту-ту-ту-ту-ту. Все, еще и комната с перспективой на расширение, просто пока она, как бы, ну, там, йога-зал, а потом можно сделать из нее что угодно. Вид из окна, ну, сейчас хороший, как бы, тихий, спокойный, тихо, никаких... Ну, Сюда хочется, знаешь, что вот сюда хочется еще добавить какую-то собачку такую небольшую, ну, такую, та-та-та-та-та-та, или какого-то котика. Потому что туда как-то ты, не знаю, как-то все так как-то в той квартире, ну, как-то современно, а тут как-то такая семейная. обжитая, семейная, да, реально. Вот не хватает просто какого-то борща сюда поставить, просто посидеть, да, кстати. и, Вот и, если и бы такое у все, нас и такое был- все расходимся. Ты в йога-зал, я в кабинет и понеслась. Да, вот если в той квартире хочется какое-то а-ля фуагра готовить, какую-то, я там, не знаю, С вином изысканные сидеть. блюда, да, то здесь прям не зашкварно будет Там, готовить. да, борщ, в пусть той, будет в той я ощущал себя немножко, ну, как бы, сжато. Не зря я сказал за кадром, я не знаю, за эту люстру, которая висела. Красивая люстра, блин, над красивым столом. Но она в уголочке висит, она не мешает, да. в стиле твоей квартиры, которая у тебя... Да, да. И здесь мне нравится то, что кухня, у нее есть какое-то свое место, да. То есть там в той квартире кухня как-то в центре. Вот ты зашел, как бы, и ты такой попадаешь из коридора, попадаешь на кухню. Быстро попадаешь на кухню. А тут здесь, как-то вот, да, ну вот просто, чтобы наверное, мне кажется, это такие планировки, к которым мы привыкли и хотели бы увидеть. Там, смотрели в хороших примеры, там какие-то фильмы, те же самые ситкомы, вот как начиналось все, когда диван с телевизором с большим рядом с кухней. Я всегда вот это вспоминаю, это счастливы вместе, когда ни у кого из нас не было таких домов и квартир, да, а ну все смотрели вот этот, как по образу американского ситкома. Вот это вот оно такое семейное. Все разбежались по своим местам по углам, потом всем надо собраться, все вышли, и центр притяжения вот этот вот стол. Мы посмотрели 2 квартиры по вашему запросу. Первая квартира
которая попадает под ваш бюджет Да. и попадает практически под все критерии, Да, которые мы обсудили. Вторая квартира попадает под практически, попадает Под все, кроме бюджета. точно под все критерии, но не попадает под бюджету. Чуть-чуть. Да, то есть у нас есть банковское плечо, то есть, словно, если мы в офисе обсуждали бюджет 100 и 41 взнос, и там платеж по 700 условных долларов, то и вы покупаете не завтра, то есть в целом для вас реально тоже купите вторую квартиру, то есть у вас бюджет там для первого взноса увеличивается там на 12 тысяч долларов, то есть вам нужно 52 первый взнос, и дальше платеж по ипотеке. Он с учетом рассроя с ипотеки там, в 10 лет у вас платеж там не увеличится в 2 раза, то есть он увеличится там, ну, на 100-150 долларов. Вот, я думаю, что это в целом тоже реально. И таким образом вы не платите аренду, которую платите сейчас, и вы живете в квартире со всеми критериями, которые вам нужны, и живете, наслаждаетесь жизнью. То есть, ну, мы посмотрели с вами готовые варианты. Можно же рассмотреть, где мы покупаем каркас, делаем такой ремонт, заказываем у этих же ребят, например, ремонт, и делаем такой же, еще добавляем какие-то фишки, которые вам нужны, и у вас себестоимость падает. То есть, соответственно, потому что там, люди покупают каркас, делают ремонт, хотят на этом заработать, то есть они покупают дороже, чем себестоимость. Вот, соответственно, если мы говорим про каркас и ремонт, то, условно, опять же, покупаем каркас в ипотеку. А сколько такой ремонт примерно по времени длится? В ремонт, ну, С учетом того, что я увидел на объявлении на доме, что с 1 июня запрещены да, то есть если мы говорим работы. период вот сегодня купить, то летом мы не сможем это делать. А до какого периода есть? До какого-то, есть Конца сезон, сезона. есть сезон, да, летний, то что условно с июня, часто это до начала октября, до 1 октября нельзя делать ремонты. Вот. А касательно самих ремонтов, то я говорю, что это 3-6 месяцев, потому что это можно сделать за 3, но это может быть и за 6 месяцев. В Батуми повышенная влажность, соответственно, некоторые материалы могут дольше сохнуть. Где-то, опять же, мы живем в Грузии, где-то там мебельщики смогут задержать сроки. Вот. Поэтому 3-6 это ориентир. А у нас как раз за период вот этого вот лета, когда не надо делать ремонт, у нас будет время, чтобы мы могли еще подсобирать деньги Например. на ремонт, если, допустим, каркас брать и делать там хороший ремонт, вот как вот здесь. Тут Да, хороший ремонт. хороший. Да, но- смотри, но мы сейчас обсудили финансовую, да, сторону вообще, а те впечатления, которые мы увидели, вот 2 квартиры. Одна это та квартира, в которой, ну, она реально классная, такая интересная, необычная, современная, но это такая квартира, если бы вдруг мы, значит, приобретали ее, живя в ней, я бы думал уже про ту. Что я хочу следующую. Когда или- я смогу дособирать денег, Да. продать ее и купить вот ту. Вот. И если мы уже рассмотрим ту квартиру, то уже вопрос вот этих финансов. Но есть такой еще момент. Мы когда общались вот с хозяйкой, да, и она говорит: ребята, я бы вам, ну, вообще, говорит, рекомендация, как бы не проблема, выбирайте квартиру в каркасе. каркасе, да, Это чёрный то, о чем каркас. мы разговаривали. Потому что в некоторых квартирах, ну, точнее, в квартирах живут разные люди, они разной комплекции, разных 100%. габаритов. У них разные там есть такое, как хочу. Вот у меня там было там, допустим, я хочу большой санузел, чтобы было, как я рассказывал, место, где потанцевать. Вот почему-то вот у меня такая вот фишка. Можно мы реализовать? Можем. Там, я хочу, чтобы там в коридоре было чуть шире, либо мне этого хватит. Я хочу, чтобы там этой ручки, ну, опять же, ты вот к деталям таким начинаешь Ну, да, придираться. когда ты делаешь когда ты для делаешь себя, это сам, то тебе уже тебе можно да, придираться да, и да. И делать я то, просто что понимаю, хочешь. что квартиры классные. Одна классная, стоит своих денег 100%, вторая еще лучше. Она стоит вообще всех своих денег. Ну, единственное, что не знаю, будет ли это потом, вырастет ли там какой-нибудь свечка. Но опять же, под вопросом. Но вообще как квартира классная. Вот прям вот хочется. Вот есть такие квартиры, хочется жить. Есть такие квартиры, хочется. Первая мне больше как-то показалась, она как, ну, такой, как гостиничный номер, может быть, почему-то. Это очень красивая квартира. Красивая. Это больше для бизнеса, но Ну, я не представляю, которая- знаешь, как там где-то будет моя футболка висеть на каком-то стуле, там такое. То есть надо все вот так вот ходить и просто вот так вот все аккуратненько. Этим я обычно... Да, а хочется просто прийти домой, вот так вот одеть тапки такие, знаешь, так, типа сесть там на диван, там поесть, как я вот сказал, этого борща за этим столом. Это второй вариант конкретно. Это второй. Это второй 100%. вариант, да. Но, опять же, можно ли найти здесь такой каркас и сделать по образу и подобию примерно?
Конечно. Ну, то есть, условно, у нас там 60 метров. То есть, Да. в целом, если мы говорим про каркасы, то есть это вот идеальный каркас 55-60 метров для того, чтобы сделать, а может быть и больше, если мы там говорим про спальни, чуть побольше. Вот. То есть, поэтому это реально найти и в этом районе, и на Аллее Героев. То есть, если прям срочно надо жить, знаешь, есть деньги, но негде жить, тогда вот. Этот вариант, там, ну, тебе уже придется смириться там с той ручкой в двери, там, где-то еще, там, это, ну, как бы, ну, есть такие нюансы, которые они, все это можно поправить. Но если у вас есть время. Если да. есть время, да, то есть, словно, если, опять же, мы говорим про время, то есть Да. про ипотеку, то есть, если есть время, то чтобы... Но ипотеку не дают на ремонтные работы. И ипотеку не дают на ремонтные Как работы, тогда в таком но случае? вам и не нужна вся сумма на каркас, то есть у вас каркас будет обходиться там в $1000 за метр квадратный, то есть, естественно, мы платим тоже 40%, то есть у нас уже получается, что мы там в районе 20 только отдаем, вот, то есть потом, а все остальное мы делаем ремонт, вот, то есть и вы делаете ремонт, и еще даже там, опять же, какие-то накопления идут, то есть и постепенно делаете ремонт. То есть, А это все, за этой всей услугой можно именно обращаться к вам, да? конечно, то есть по поиску каркасов касательно ремонта. Тот район сегодня, благодаря вам, стал для меня прям Открытие. открытием. Ну да, мы как-то проходили мимо, когда это был март месяц, или, может быть, конец марта. Мы так на него посмотрели. По поводу того района. Ну, я просто там только ходила на маникюр, Ага. и то с другой стороны обходила. Мне почему-то казалось, что он будет пустым. А я сегодня посмотрела и такой... Так даже мы сегодня проходили, то, что вот хорошая Да. погода, люди Да, сидят, да. там сколько там сейчас, там мы ходили в 4 Да, часа, тут то есть люди уже в купальниках вот ходят. Бы уже. Класс. Ну что, есть на чем подумать, так скажем. обращайтесь в компанию Да. GPI, мы Ребят. дадим вам недвижимость. Понятно? Вообще не реклама, но кто посмотрит, воспримет для себя как угодно. Воспринимайте как угодно, думайте своей головой. Потому что всегда можно прийти, посмотреть, выбрать, обдумать, главное. Никто на тебя не давит, никто на тебя не садится тебе на голову, не рассказывает, ну что, готов, давай деньги, давай. Всегда есть варианты, всегда подскажут, расскажут. Спасибо. Адьос. И ушли с Адьос.